приглашаем сегодня участвующие команды. И первая у нас команда подросткового клуба «Алые паруса» «Дорожные знаки». Следующая команда подросткового клуба «Солнечные автомобили». Приглашаем. Ребята, занимаем свои места. Команда подросткового клуба детства «Семафорчики». Встречаем. Ну и, наконец, наша последняя команда подросткового клуба «Радуга» «Автостопы». Встречаем. Здравствуйте, дорогие ребята! Здравствуйте, уважаемые гости и педагоги! Сегодня мы с вами собрались, чтобы вспомнить правила дорожного движения. А если какие-то вы не знаете, то, может быть, сегодня изучим. Закон улиц очень строгий. Он не прощает, если участники дорожного движения не соблюдают правил. Но этот закон в то же время и очень добрый. Он бережет и сохраняет нас от несчастья, от несчастных случаев и бережет нашу жизнь. Поэтому только отличное знание правил дорожного движения позволяет нам уверенно переходить улицу. И сегодня мы проверим, насколько хорошо мы знаем правила дорожного движения. Но для начала давайте друг друга поприветствуем. Домашним заданием вашим было подготовить название, капитана выбрать, девиз. Ну, первый у нас начинает команда подросткового клуба «Алые паруса» «Семафорчики». Нет, дорожные... Команда. Дорожные знаки. Наш девиз. Дорожные знаки. Важно знать, что правила движения соблюдать. Капитан. Команды. Капитан команды. Называй себе. Алена Фасхудинова. Да? По очереди следующая команда подросткового клуба детства город Киреевск. Наша команда «Семафорчики». Наш девиз: наш домик семафорчик. Мы три родные брата. Мы светим с давних пор в дороге всем ребятам. Капитан Серегина Юлия. Подросткового клуба «Радуга» город Киреевск. Наша команда «Автостопы». Наш девиз: Правила движения изучай с рождения. капитан Саш Краш. Наша команда «Автомобиль». Наш девиз: тише едешь, дальше будешь. Капитан команды Барбатун Степан. Ребята, а как вы думаете, кто является главными участниками дорожного движения? Автомобили и пешеходы. Правильно. А вы, совершая путь в школу, на каток, к друзьям, кем являетесь? А вы должны отвечать хором. Либо да, либо нет. Ну что, начнем? Да. Быстрая в городе очень езда. Правила знаешь движения? Да. Вот в светофоре горит красный свет. Можно идти через улицу? Нет. Ну а зеленый свет горит. Вот тогда можно идти через улицу? Да. Сел в трамвай, не взяв билет. Так поступать полагается? Нет. Старушка, преклонная очень года, ты место ей уступишь? Да. Молодцы, внимательные очень ребята. Запомним, что нет, а что да. И делать так нужно, старайтесь всегда. Ну а теперь мы начинаем нашу викторину «Светофор». И я представляю вашему вниманию членов нашего многоуважаемого жюри. Итак, сегодня будут викторину будут судить директор детского подросткового центра Антонова Юлия Алексеевна. И наши гости, это сотрудники дорожно-патрульной службы отдела ГИБДД, капитан полиции Тидеев Валерий Абисалович и старший лейтенант полиции Батурин Александр Александрович. Дорогие ребята, у дорог и улиц есть очень строгие законы. Законы эти требуют безукоризненного знания дорожного языка, улиц, перекрестков, площадей. А сейчас мы проверим, как хорошо вы их знаете. И первый для вас конкурс
Наша задача. Каждой команде будет даваться возможность выбора ответа. Вот такую вот вы видите табличку с номерками. По очереди каждая команда будет выбирать понравившуюся цифру. Там будет звучать задание, на которое нужно будет ответить. Жюри внимательно За каждый смотрит и ответ слушает. балл ставить За или нет? За правильный ответ балл. Если каждый. команда не отвечает, слово предоставлять можем любой другой команде, которая будет знать ответ. Ну что, начнем? Какая первая желает начать? Ну давайте, у нас вот и по кругу. Команда автостопы. Выбираем циферку. 3. Циферка 3. И читаем вопрос. Какой из этих знаков лишний? Почему? Итак, смотрим, какой же знак у нас лишний. Второй. Второй. Я думаю, кругленький, потому что кругленький. То есть, получается, в одной команде разошлись ответы, да? Ну да, давайте подумаем. Еще посовещаемся, дают 10 секунд. Посовещаемся, команда. Если вот и обоснуйте свой ответ. 4. Четвертый? Ну, проверяем. Так, закрутился. Неправильные ответы, они вот второй называли. У нас это неправильный ответ. А четвертый правильный. Ну, кто знает, почему правильный? Вы не можете ответить? Смотря как повезло. Не, ну они должны ответить, почему. Ну, они ответят, почему. Половинку можно ставить. То есть полбалла. Пол ответа было. Вот обоснование сейчас будет ответа? Так, ну я вот вижу, есть желающие помочь. Вот из команды автомобиля, пожалуйста. Ну, первый знак это осторожно, дети. Третий знак это пешеходный переход. Нет, запрещено. И четвертый это запрещено переход. Ну, я скажу, почему лишние, потому что все остальные три знака, они относятся к группе предупреждающих знаков дорожного движения. А этот вот знак какой? этот Какой знак? Запрещающий. Запрещающий, конечно. Но все равно Конечно, молодцы. думайте все. Так, возвращаемся. Так, следующая команда автомобиля. Выбираем. 12. 12, да? Так, смотрим вопрос. Каким цветом бывает разметка на дороге? Ну, Белый. так, этот ответ мы затруднились ответить, значит, никому за это балл не ставим. Команда дорожные знаки. 5. Так, давайте, циферка 5. Сколько сигналов у пешеходного светофора? 3. Думаем. 2. Так, смотрим. 2. Не пропало, значит, правильно. Значит, 2. Следующая у нас команда семафорчики. Давайте 6. Цифра 6. Как? На какой? Как на проезжей части улицы и дорог обозначают пешеходный переход? Полосками. Ой, прости, проверяем. Полосочками. Все нормально. Правильно, ответ полосками. Следующий. Автостопы. Продолжаем. 8. Так, 8. Выбираем. С какого дорожного знака здесь существует? Первого. Так, читайте, капитан команды читает вопрос. Какого дорожного знака не существует? Первого. Первого. Так, не будем думать, да? Выбираем. Правильно. Правильно, 1 балл, да? Да. Выбирает капитан команды цифра 1. Какой из этих дорожных знаков относится к разрешающим? Так, смотрим. Знаем, как называется этот знак? Велосипедом проезд разрешен. Велосипедная дорожка, да. Следующая команда. Так, Девять. Триумфский правильно ответили, да? Да. Так. Вы комментируйте, пожалуйста, как ведущий. Хорошо. Ага. 9, 3, 12 уже были. Что обозначает этот знак? Это нож отвечает. Мой автомобиль. Проверяем. Правильно.
Давайте 7. Так, циферка 7. Как нужно переходить дорогу, если нет светофора? Читаем ответы и выбираем правильный. Нужно сначала посмотреть направо, а потом посмотреть налево. Так, уверены? Да. Проверяем. Так, вариант ответа у нас исчез. Так, много, уважаемый жюри, подскажите, кто у нас первый? Ну, тут отсюда пробуем. Команда «Дорожные знаки». Слушаю ваш ответ. Нужно посмотреть сначала налево, потом направо. Хорошо. Проверяем. Все, это правильный ответ. Значит, команда «Дорожные знаки» может получить дополнительный полбалла либо балл. Но это уже на усмотрение жрецов. Назовите знак, который запрещает движение пешеходов. Первый. Это команда правильный Ростов Клуб Радуга, автостопы, да? Да. 1 балл зарабатывает. Давайте поаплодируем команде. Так, следующий. Так, Приупский теперь выбирайте. Подземный переход. Читать надо вопрос. Означает этот дорожный знак. Подземный переход. Так, проверяем. Подземный переход. Правильный ответ. Правильно. Команда поселка Приупского. Поаплодируйте друг другу. Так. Является ли тротуар частью дороги? Да, является. Смотрим. Мгм. Что угол? Это правильный. Правильный ответ. Молодцы. Давайте 11. Элементы дороги предназначены для движения безрельсовых транспортных средств. Проезжая часть. Так, проверяем. Да, это правильный ответ. Правильный ответ. Ну а теперь мы с вами будем играть дальше. У дорожного языка есть свои буквы. Как вы думаете, они называются? Знаки. Да, правильно, дорожные знаки. На дорогах знаков много, и все дети должны знать, и все правила движения должны точно выполнять. С некоторыми из знаков вы уже должны быть знакомы, а с некоторыми, возможно, мы познакомимся и сейчас. Но перед началом конкурса я хочу у вас спросить, как-нибудь вообще знаки различаются? Да. Да. А как? Ну, давайте вот. Ну, они делятся на группы. Есть запрещающие знаки, предупреждающие и уведомляющие. Ну, их чуть больше, Еще но знаки правильно. Они... приоритета. Да. Еще знаки бывают разной формы. Разрешающий автосервис. Это вы уже знаки. Может, это значит, что называете. Цвет у них разный бывает. Цвет, форма цвета. Цвет какой? Бывает синий, бывает красный, бывает, ну, например, полностью белый. Ну, желтыми Да. бывают. Информационный. Да. Молодцы. Значит, знаки мы все-таки знаем. Ну, их на самом деле очень много, то что даже их все очень сложно запомнить, как они называются. Самое главное, чтобы вы вот визуально, да, вот могли уже понимать, для чего стоит знак, что он разрешает, а что запрещает. Ну, а теперь конкурс. Я для вас сейчас раздам загадочки. Так, ну я предлагаю выбирать. В каждой команде здесь по 3 штуки получается. Так, что? Так, вот, ну, Давайте по одному. Может быть, возьмете, они будут первую брать загадку и отвечать сразу. Да, По ну, кругу. у нас Просто получается, они сейчас выбрали все. А потом подписывать будут? Следующее задание. Загадки вы прочитали, ответы вы сейчас уже, я думаю, знаете, да, на эти загадки? Хорошо, их нужно изобразить в виде рисунка.
На вот этих вот листочках? Да, у вас листочки перед глазами, берем вот красный себе и сиреневый. Это у нас будет вместо синего сиреневый фломастер. Возьмите фломастер. А можно вот это как синий? Так, у всех 3 загадки. То есть задание такое, ответы нарисовать рисунками. Одну вот передайте, пожалуйста, дорожным знаком. Сколько дается на выполнение задания? 1 минутка. 1 минутка. Все, начали, работаем. Нет, Готовы. этот мир состоит из пешеходов. Работаем. Нарисуйте этот знак, пишите, что это значит. Вот нарисуйте. Ответы на свои загадки, ребята. Надо нарисовать на листочке, да? Ну да, Да. нужно собрать. Вопрос и показывайте нам ответ. Давай. Первый знак. Вроде здесь посредь дороги лоси, волки, носороги. Ты, водитель, спеши, пусть сперва пройдут ежи. Первый знак называется «Осторожно, животные». Покажи нам. Ага. Так, я показываю, как он выглядит на самом деле, этот знак. Ну так, просто чтобы... Ну-ка покажи, Для как у вас. сравнения. О, ну почти так, да? Кружок у меня такой. Да, это предупреждающий. А знак. должен быть формы треугольничек, треугольничка. видишь? Так. Через здесь дорогу кто-то сбавит, вскоре сбавить нужно будет. Ведь там ведь на дороге люди. Так, Это у нас строительный знак. покажи. Ага, ну тут правильно у вас знак. Так. Этот знак, ну, очень строгий. Коль стоит он на дороге, говорит он нам, друзья, ездить здесь совсем нельзя. Кирпичи. Ну, движение запрещено. А, значит неправильно у вас этот Быстро знак. переобулся. Это у вас это неправильный. Кирпич такой, знаете, что кирпич? Проезд запрещен. Нет, проезд запрещен. Есть запрещен. Въезд запрещен. Так. В общем, получается, что 2 знака не, ну, в общем-то, так Это сказать. из 3 0,5. Да. Да. Спасибо, Рад. Ты не взял с собой еду. Вас спасет от голодания знак дорожный пункт питания. Это вот. Какой, покажи. А, ну что, у вас кружок все-таки или квадрат? Я вам говорила. Молодец. Что это такое? Ну, немножечко досёт. Так. Значит, второй. Эй, водитель, осторожно, ехать быстро невозможно. Знают люди все на свете, в этом месте ходят дети. Вот. Так. Да. Нет, подождите. Да, вот это. Ну, правильно. Да. Правильно. Вот. И последнее. Если ты поставил ногу на проезжую дорогу, обрати внимание, друг, знак дорожный, красный круг, человек, идущий в черном, красной черточкой зачеркнут, и дорога вроде, но здесь ходить запрещено. Вот. А, ну это правильно, да. В общем, форма немножко неправильно, первый знак. Ну, наверное, 0,75. Или как-то там, вы там решили. Два есть. Да. Так, ну следующая команда. Дорожные знаки. Черно-белым пешеход шагает смело. Кто из вас, ребята, знает знак, что это означает? Так, что там нарисовали? Квадрат. А у вас квадрат, да? Квадрат, тут другой. Ну, в принципе, правильно у них. Квадрат, да. Ну, он вообще квадратный же знак, да. Ну, правильно. Здесь машину не грузи, не паркуй, не тормози. Этот знак всем говорит, кто не прав, кто здесь стоит. Как называется? А то мы не до конца это выполняем задание. Название еще знака. Парковка запрещена. Так, что у нас здесь? Стоянка запрещена. А у вас что, знака нет, да? Не, получается, если не тормози, вообще остановка стоянка запрещена должна быть. Перекрестие. Да. При стоянке разрешено выгрузка, погрузка. Да, ну это вот
из интернета такие вот загадки. Стоянка Смотрите, запрещена. тут написано, что здесь машину не грузи, да? Получается, не паркуй, не тормози. А при стоянке запрещена, разрешается остановка для высадки пассажиров, разгрузки Ну, товара. значит, крест подъезд. красный. Да, Ну, в перекрестии ладно. должно быть. Правильно команда ответила? Давай, третий. Третий, да. Мы не ответили. Хорошо, следующий. Ну, зачитай, да, может, что-нибудь Зачитай, да, ответить. да. Что мне делать? Как мне быть? Нужно срочно позвонить. Должен знать и ты, и он в этом месте. Телефон. М. Знаки Кто должен сервиса, да? Да. Ну, что там на знаке, вспомните. Когда телефон Ну вот, на дороге вот едешь, вот, телефонная трубка, да, телефон. Ага, правильно. Ну Ну, да, покажу тебе нарисовано. вот. Ну правильно. Там, ну, почти, не Почти, прекрасно. Ага. В этом месте пешеход терпеливо транспорт ждет. Он пешком устал шагать, хочет пассажиром стать. Так, и что мы там? автобусная остановка. Вот этот вот. Ну правильно, да. Ага. Шли с школы мы домой, видим знак на мостовой. Круг внутри велосипед, ничего другого нет. Вот этот. Что означает? Ну, проект велосипедом можно. Велосипедная дорожка. 3-4. Велосипедная дорога. Все правильно. 3-4. Молодцы, дать поаплодируем. Представляете, какие у нас есть дорожные знаки, и вспомните, что они, может быть, означают. Ну и так, подходим к следующему конкурсу, который называется «Музыкальный». Это ваше домашнее задание. Подготовить частушки. Да, правильно, дорожного движения. Я думаю, мы будем исполнять их с места. Я включу музыку. Так, ну, кто у нас начнет? Пусть, как обычно, автостопы. Да? Ну давайте, начнем с автостопа. Мы частушки вам споем о правилах движения. Приравнять вы их должны к таблице умножения. И проспекты, и бульвары, всюду улицы шумны. Проходи по тротуару только с правой стороны. Пусть запомнят твердо дети, верно поступает тот, кто лишь при зеленом свете через улицу идет. Наши дорожные знаки. Обходите сзади, чтоб навеки не лишились своей буйной головы. У-у-у. У трамвая громкий звон, нам твердит другой закон. Все трамваи обходи, непременно спереди. У-у-у. Мы пропели вам частушки про правила дорожные. И сегодня вас попросим, будьте осторожные. Там, где транспорт и дорога, знать порядок все должны. На проезжей части строго игры все запрещены. Осторожно на дороге, берегите руки, ноги. Помни правила везде, а иначе быть беде. Всем, кто любит погулять, всех без исключения. Нужно помнить, нужно знать правила движения. Вы знаете, что обозначает аббревиатура ГИБДД? Ну, оси буквы. ГИБДД, ну вспоминайте. Государственная Инспекция. дорожного движения. Безопасности дорожного движения. Ну что, я приглашаю кого-то из наших гостей. Может быть, желаете? На проезжей части на дороге. Все. То есть знаете, да, что мы стоим в форменной одежде, у нас есть знаки различия, жетон сотрудника дорожной патрульной службы. Также есть да, индивидуальное средство для борьбы с правонарушителем, это жезл. В темное время суток мы
ну как сказать, не мы, жезлы оборудованы специальной подсветкой, которую водитель сможет увидеть в любое время. Также у нас является еще специальная жилетка, на которой нанесены, в темноте. которая нас при попадании на нее света отражается. Также участники дорожного движения способны ее различить в темное время суток. Вот. Что вам еще хочу сказать, что при движении пешеход, в данном случае которым вы являетесь, либо участники дорожного движения в качестве пассажира автомобиля должны четко соблюдать правила дорожного движения, которые обеспечат вам долгую счастливую жизнь и процветание. Если как пешехода, вот я хочу спросить у первой команды, что вы должны соблюдать? Что именно? Основные правила какие? Переходить дорогу, убедившись в безопасности своего намерения. То есть посмотреть отсутствующие машины, никто вам не мешает. Если у вас есть взрослые рядом, можно воспользоваться их помощью, взяв за руку, и они вам помогут перевести. Правильно я говорю? Правильно. Что хочешь добавить еще? Если ты один хочешь перейти дорогу, то для безопасности нужно сначала посмотреть налево, а потом направо. Правильно. Если ты убедишься, что нет впереди идущего транспорта, то можешь спокойно переходить дорогу. Все правильно. Вот. Как, если вы являетесь у нас участником дорожного движения как пассажир, что вы должны делать? Что вам необходимо? Давайте спросим у второй команды. Ну, не мешать водителю. Пристегнуться. Первое. Вы должны сесть, да, пристегнуться в избежание Травм, если прав. Правильно. Листочки с буквами. Ваша задача в течение 2 минут в каждой буковке подобрать слово, связанное с тематикой правил дорожного движения. Передайте, пожалуйста, автомобиль. 2 минуты подготовка, да? Итак, готовимся 2 минуты. В каждой букве слово с тематикой правил дорожного движения. На П. Подсказываю, на П. Перекресток, например, да? Или что-то еще. Кстати, помогают? Водитель, дорожка, железная дорога, инспектор, люди, перекресток, бордюр, ГИБДД, зебра, колесо, мост, Это что обочина, работа. Это что? Работа? Работы. Работы. Это дорожные работы. Работа бывает. Это сколько получается у вас? 15. Четвертая команда, давайте не подписывайте больше. Так, 15, да? Так, а Ёжик. какая, Я только думаю, ёжик. какая буква Да, осталась? вопрос. Эн, давай. Вопрос еще у нас относительно по ежику. Как вы Да, ставите? ежик. Ежик. Е стало Ну Ё. это как Ну, пешеход. как бы вы его приплюсовали сюда? Каким образом? Обоснуйте, почему вы его сюда включили? Там Е буква была, а не ежик. Ну, это же как бы не особо. Ежик. Ежик, да. Почему ежик-то? Ну, говорите, Потому что он мог переходить дорогу, мог человек на него наехать, взорвать колеса, и он То есть вы устав участника дорожного движения, пешехода приплюсовали. Сколько получается? 15, да? Ну да, Н не ответили, и ежик. Давайте вторая команда. Команда автомобиль, поселок Крюкский, капитан. Озвучивайте ваши слова. автомобиль, водитель, дорога, жезл, информация, линия, пешеход, ГИБДД, знаки, колесо, машина, остановка, руль. У вас сколько не хватает? 3. 3, да? 13. Какие буквы? Б, Н и Е. Б, Л, Н Н и Е. и Е. Понятно. Так.
Водитель, дорожные работы, жезл, инспектор, перекресток, бензин, зебра, колесо, магистраль и разрешающий знак. Сколько? 11. Попишите название. Название команды. Пописать название команды, да? Конечно. Давайте. Но я, мы нас уже выделяется, за у нас вас, ёжик. мы уже за вас подписали. Ваш может, ежик незаменим. Так. 11, да? Инспектор, люди, пешеход, ГИБДД, езда, знак, капитан, милиция, ограждение и роликовая площадка. Сколько там у вас? У нас не хватает двух. Каких же? Н и Б. Ну, бордюр же, что ж такое непонятно на Б. А езда хорошо, не да? Вот сектор. Ну, давайте, давайте. Вопрос потом мне на букву П, как тоже слово? На букву П, на К, Константин. Капитан у вас там. капитан, да. Как вы обосновали? Ну, потому что вот гости, которые к нам пришли, капитан не милиции. Нет, уж тебя И написали. лейтенант. Капитан команды? Нет, капитан милиции. Молодцы, справились с заданием. Ну, наша игра еще не заканчивается, и вас ждет еще одно задание, которое называется «Транспорт и мы». Ну, я еще раз спрошу. Как называется человек, который едет на транспорте? Водитель. Шофер. Ну, в принципе, правильно. И пассажир, А кем да? являемся, да, мы, когда едем? Пассажиры. Пассажиры. Хорошо. И теперь конкурс у нас для капитана. Выбираем. Кто максимальное количество мест? Настя, я Читаем. Пока никому ничего не показываем. Это задание лично для капитана. У вас вот листочки еще остались на столе. На обратной стороне пишите ответы на данное задание. Нет, советоваться можно. нет, советоваться мы будем сейчас с остальными игроками команды дальше играть. А капитаны у нас Команда семафор. команда семафор. Значит, я пассажир легкового автомобиля, я обязан не отвлекать водителя, не кричать, не сорить, пристегнуться. Если мне не 16 лет, не садиться на переднее сиденье. Когда транспорт, в котором я нахожусь, едет, не открывать дверь. Правильно. Я так думаю. 16 это надо уточнить у наших. Так-то вообще, я думаю, детям разрешают спереди садиться. И раньше. 12 Ну, понятно. Спасибо, Юля. Ну, хорошо. Следующий. Много команда. ответов. Следующий. Водителю и пассажирам. И пристегнуться. Пассажиру еще раз автобуса. Автобус обязан. Автобус. Я обязан. Пристегнуться. Но в автобусе мы же не пристегиваемся. Сейчас новые правила, да? Обязаны пристегиваться. Все. Сейчас просто еще таких у нас, наверное, нет автобусов, Все которые должны располагают ремнями. Вот. Что ты сажаешь, Верочка? Молодец. Пристегнуться, а еще купить что? Билет. Правильно. Быть непристеганным, отвлекать водителя. И пристегнут. Правильно, да, было. Ну еще, может быть, какие-то... Нет вариантов больше? Голову высовывать в окно. В окно. Ну хорошо, вы знаете свои права и обязанности как пассажиры. Молодцы. Это какой? ГИБДД. Я раздаю вот такие вам картиночки, ребята. Минутку даю вам посмотреть. И что вам нужно там увидеть? Есть ли среди героев на картинке те, которые нарушают правила дорожного движения? Их зачеркнуть? Кружочки определите. Посмотри. Кто нарушает? Время пошло. Да. Они все есть. Ну, я Сколько времени даешь сюда? Минуту. Потом должны объяснить, да?
так и объяснишь правильно. Не успели порисовать. Да какая разница? Какой серый? А то, что она ксерокопировали. Посмотрим. Так, ну что? Потому что там написано, что это только для пешеходов переход. Ну, тут всех, да? Вот они у нас, получается, все нарушители. Так, привет, велосипед мы рассказали. Хорошо. Следующая команда. Объясняем автостопы. Давайте объясним вот, да, вот. А зеленая? Они проходят сзади троллейбуса. Это трамвай. А зеленая это что? Я все не разбираюсь. Это нарушители. Мальчик переезжает, надо переходить дорогу, если ты на велосипеде, то слезть с него и вести его. Это правильно. Следующая команда, давайте тоже у нас. А как автобус? Это либо морковка, Так, либо смотрим. Выделенное автомобиль слово. Так, вернее, показываю. Вот оно, выделенное слово у нас. Вот, нужно ответ. большая дорога. Проезжая часть. Это одно слово. Метро. Есть еще какие-то Метро. варианты? Вспомним, какое опасное место с тобой с вами говорили. Ну, еще из Янги были. Ну, самое опасное, где нельзя переходить. Ну, кто-нибудь знает ответ на данный вопрос? Никто не знает? Ну все, тогда я показываю Дома? ответ. И это вот у нас вопрос. Но не кого будет мальчик, зачем. Ну вот и перекресток, почему не отвечаю правильно. Правильный ответ перекресток. Дорожные знаки получают балл. Ответили. Все, Дорожные знаки. дорожные знаки. Дальше поплатили дорожным знаком. Так, ну что, следующая у нас команда автомобили. У нас теперь заполняется верхняя самая строчка. И для вас вопрос. Читаем погромче и отвечаем. Стоянием, когда не угрожает опасность. Самая верхняя строчка. Самая верхняя строка. Мы будем сверху вниз теперь заполнять кроссворд. Подумаем над вопросом состояния, когда не угрожает опасность. Нету машин. Ну, В одно слово надо ответить. смотрите, есть пятая буква П. Но можно подсказать состояние кого, чего? Улиц, дорог или что? Человека. Человека. Пешехода. Да. Пешехода. Ну, больше, в принципе, для всех. И для пешеходов, и для водителей. Просто это состояние, когда вот не угрожает опасностью, оно у нас называется. Противоположное слово. Ну, противоположное опасности. Безопасность. Безопасность. Ну, у нас получается здесь тоже, наверное, не Надо было учитывается. руку поднять. Коллективный ответ. Поставили, Не то будем есть, засчитывать ответ. Давайте следующий вопрос. Следующая команда дорожные знаки. Ваше второе слово и задание. Место специального предназначенное для передвижения людей с одной стороны улицы на другую. Смотрим, есть четвертая буква. Дорожный знак отвечает. Так, ну, место где? Как называется? Переход. Правильно, правильно, да. Знаете, это сегодня многие узнали. Пока у нас жюри будет подводить итоги данной игры викторины, мы с вами... Попоем песни. Нет, мы с вами еще в одну игру сыграем, но которая не будет оцениваться. Вы считаете, вот количество сплетов? Так, я буду для вас сейчас... А список у вас есть детей? Без Синего моря, у синего моря, где бушуют бураны, где бушуют бураны. Жила там девчонка,
с именем странным. И часто бывало, она на просторе, в мечтах уплывала, за синее море, алые паруса, а соль, алые паруса, Брюс-Грей, алые паруса, а соль плюс Грей равно. И там за морями, За синей чертою, жил парень отважный, с открытой душою, мечтал он на море, о странствиях дальних, мечтал о походах, дальние страны, алые паруса, а соль, алые паруса, алые паруса, а соль плюс Грей. Так, ну и последний куплет. Приупский. Капитан, пожалуйста, вставьте. Я предлагаю задать каждому капитану по 5, но может быть более вопросов, чтобы все-таки нашу ситуацию с баллами разрешить. Ну, так я думаю, раз лихачи. Отвечают. ДТП. Все. Что значит все, Ален? Ну, не точно. Поворот. Раз лихач, водитель. Давайте так, я ответил, теперь опять к ней переходим. И так, пока правильно Так, ну ответили. нету ответа на это. Так, правильно. Обгон. Обгон. Так. Так. Теперь мы для команды дорожные знаки. Да, вот автомобиль. Автомобиль. И это говорит желтый свет светофора. Предупреждение перед остановкой. Еще Внимание, синонимы. Ну что, внимание, остановка. Маленькие. Хорошо. Ответил. Угу. Изменение направления движения. Сейчас мы приедем. Поворот. Правильно. Правильно. В случае ДТП необходимо оказать. Первую помощь. Правильно. Лицо, управляющее каким-либо транспортным средством. Водитель. Так, это не будет. Так. По 3 вопроса прозвучало. Следующий вопрос Степану. Степан, правильно? Ну, заодно и проверим. Так. Самое опасное место для пешеходов. Проезжая часть. Сегодня уже звучал этот вопрос. Мы не подсказываем. У нас сейчас соревнуются две только команды. Нет, тихо. Так, значит, ваш. Правильно. Так, у нас тут пока теперь делают девочки, да? Дорожные знаки девочки изменились. Так. Когда неисправен светофор, то регулирует движение. Кто отвечает? Степан. Нет, Степан. Инспектор. Как называется он правильно? Регулировка. Правильно. Это более Так. Так, у нас теперь уравнялись снова. Сейчас еще теперь первая ошибка. Да. Ой. Так. очень сильный капитан, очень. Боковая часть, край дороги. Обочина. Обочина, правильно. Просто они тут такие главные. Поддерживает участники команды. Спасибо. Так, ну я как думаю, давайте такой обобщенный вопрос. Какие виды транспорта ты знаешь? Ну, автомобиль, автобус, троллейбус, трамвай, грузовик. Ну это правильно, да, это название уже. Легковые, грузовые, пассажирские, общественный транспорт. Да. Грузовой. Бывает возможно. Еще Водный, профессиональный. Ну, что такое, я никогда не Вопрос общий, он правильно ответил. Правильно. Очень хорошо.
Ну, а капитан команды, расскажи, пожалуйста, какие бывают у нас переходы? Подземные, надземные. Подземный, надземный, да? Два вида переходов, правильно. Нет, ну не И по самой дороге. Пешеходные. Ну, правильно. Пешеходные, это получается пешеходные, подземные, пешеходные, земные. Они все пешеходные, потому что на них нельзя на машине ездить. Но есть под землей, над землей навесные и на самой проезжей части. Ну, 3 проезжих. Дарья Сергеевна, давайте. У меня очень еще Принесите, пожалуйста, викторины лежат у меня на этом. Вот. Инспектора дорожного движения, наши сотрудники полиции, ГИБДД, муниципальное образование Кирилловский район вас приветствуют. И я думаю, они сейчас огласят решение жюри нашей викторины. Итак, пожалуйста, вам слово. Сегодняшней нашей викторине очень сложный, упорный, настырный. Только исключительно из-за личных деловых качеств капитана у нас. Да. Степана, да? Правильно? Степана. Команда автомобилей занимает первое место. Так, капитан команды. Аплодисменты, где ваши? Степан, как первое место занявшей командой вас поздравляю. И также поздравляю вас индивидуальной грамотой за первое место вашей команды. Поздравляю еще раз. Сергей, участник команды, второй человек. Скажи. И подарок тебе такой вот. Так, и первое место также. Поздравляю, Сергей, с нами сюда. То же самое за участие в викторине. Следующий раз Анастасия. Анастасия. Быстрее, Анастасия. Аплодисменты, где ваши девушки? Девочка. Молодец. И Дарья. Ты что, планшетники, правда? Так. Поздравляю. Так держать. Держи. Похлопаем первой команде, которая заняла первое место. За первое место. Давайте еще раз аплодисменты. Громкие. Так, садитесь, молодцы ребята, поселок Триупский. Не зря ехали сегодня. Вообще. Так, вам слово. Так, второе место теперь команда у нас. Ну, борьба так как была непростой и не сильной. Второе место все-таки заняла у нас, получается, команда «Дорожные знаки», поселок Октябрьский, да? Да, Октябрьский. Команда, конечно, сильная, но что-то капитан чуть-чуть подкачал, уж больно молчаливый, был бы чуть говорливее. Да. Первое место было ваш, потому что коллектив из 3 человек уж очень рвался вперед. Помогали, да? Помогали. Итак, пожалуйста. Подходите сюда. Да, Капитан все. команды. И все, и можно все, да. Капитан, озвучьте. Фаскудинова Алена. Поаплодируйте капитану. Молодец. Молодец. Общее ваше играние. Так, вот Фаскудинова. И подарок. Это вот Естественно, подарок. Держи. Держи, Куда Алена. ты? Куда ты? Не уходи от команды своей. Так. Дальше Черваков, да? Данила. Им никто не будет. Ну, где же ваши аплодисменты? Давай. Так. Настя. О, какая активная. Активная вообще сегодня девочка была. Молодец. Даже инспектор отметил, что активная девочка. Держите программу. Держи. Так. Она живая? Живая. Зовут Данил. Ох, и Данил. Данил сам лучше чуть не выступил сегодня. Аплодисменты. Так. Все. Команда, стоп. Данил, повернись. Все, здесь фотография, все. Свободное. Третье место. Держи. Третье место. Да? Итак, значит, третье место. Автостоп, подростковый клуб «Радуга». Идите сюда, выходите быстрее. Третье место. Ой, у них такой умник
У них Вот такой, здесь. а где остальные? Остальные. А, ушли уже, да? Так, у нас Краутер сегодня. Какой умный мальчишка, скажите? Необыкновенный. Мы награждаем вашу команду за 3-е место. Так, Афанасьев Данил, Попова Лиза. Награждаем себя Сиднин Данила и Краутер Александр. И плюс 1 грамм твоей коллекции. Аплодисменты подростковому клубу Краутер. Спасибо, садитесь. Так, ну и следующий. Эх, детство. Ну что? Команда «Семафорчик» Да. за активное участие также поощряется призовыми грамотами и ценными подарками. Да. Так, у нас капитан команды Дарья. Или Вика? Юлия. Серегина Юлия. Да, да. Подкачали они сегодня что-то у нас. Подкачали. Да. Выходите все, выходите. Куда ценный подарок? И ценный подарок. Дарья. Кто будет дарить? Вика. Что с правой рукой? Давай правой. Держи. И Анастасия. Поздравляем. Держите. Все с подарком. А теперь мы приглашаем всех сюда на общий